Привет, привет, с вами Алена. У меня в гостях девушка молодая, симпатичная, но есть у нас проблемка, мы грызем и что-то ковыряем, как видите, свободный край, далеко не свободный, он совсем неровный, а местами есть такие сухие наросты на коже, местами даже еще воспалено, чуть-чуть красновато, где-то не хватает кусочков кожи, например, как на среднем пальце. Именно его я и оценила как самый сложный, поэтому смотреть будем сегодня именно на нем. К сожалению, я не отсняла полностью готовый результат, но все 10 пальцев будут точно такие же, как средний. И самое интересное, что наше с ней общение началось с того, что она, не говоря ни слова, стартанула именно с того, что сразу хочу вас предупредить, у меня очень сложные руки. Я вообще проблемный клиент. Меня удивило немного такое заявление, на что я ей сказала, что тоже хочу ее сразу предупредить, что я инструктор этой студии и явно должна с ней справиться. В общем, посмеялись мы с ней и начали работать. Да, но очень сухая кожа ввиду того, что там много наростов, потому что она постоянно теребит свои ручки. А пришла она с запросом на вот такой вот маникюр. Понятное дело, тут нужно нарастить. Хотелось ей именно квадраты и с втиркой. Но знаете, что я подумала в процессе маникюра и решила, что в наращивании в этот раз я ей откажу, потому что результат будет не совсем тот, который мне хотелось бы, но самое главное, что я преследовала цель привить ей ценность этого маникюра. То есть, чтобы она потом не хотела ковырять, а что будет ценно? То, что ты делал сам, то есть то, к чему ты приложил руку. Поэтому было решено сделать ей обработку, убрать все сухие части, все кусочки, к которым она могла бы придраться, за которые она могла бы зацепиться, сделать так, чтобы у нее не было возможности ковырять, чтобы все было гладко. Именно этим я и буду заниматься в ближайшие 3 минуты. Представляете, видео смонтировано, лишнее вырезано, но обработка даже одного пальца заняла очень большое количество времени. Но я молчу уже про все 10. На самом деле очень долго мы с ней просидели. Но это в любом случае было очень интересно. Мы беседовали, и я старалась выяснить, почему же она с собой такое делает. И, конечно, как всегда, могу сделать вывод, что все проблемы у нас в голове. Она абсолютно нормальная, хорошая девушка, но, к сожалению, почему-то себя грызет и ковыряет. У всех подростков, детей и молодежи одна проблема — эти несчастные ЕГЭ, а потом они начинают нервничать на работе. Нас всех начинают учить нервничать с самого детства. Честное слово, не понимаю, что за система образования. Но не будем сейчас разговаривать о том, как нужно страной управлять и какая должна быть система образования. Мое дело маленькое, ногти пилить, поэтому этим и займемся. В общем, вычистим все на все 100%, аккуратно, медленно и маленькими шажками. Я буду срезать, снова возвращаться к фрезе, и это будет продолжаться до тех пор, пока результат меня не устроит. Это совсем не тот вариант, где можно раз так поднять кутикулу, срезать, шлифануть, и все будет окей. Нет, здесь нужно действовать очень осторожно, потому что по синусам кожа похожа на пятки, наверное, да, больше всего мне это именно то и напоминает. Там вследствие того, что постоянно механически воздействует, кожа начинает защищаться, и, естественно, она нарастает. Это вызывает большие сложности в обработке. И тут очень важно, чтобы фрезы были новенькие, хорошенькие. Да и, в принципе, это везде важно, чтобы они были новенькие. Но на такие случаи прям у меня лежат наборы с очень-очень новыми фрезами, абсолютно нулячими, чтобы точно меня ничего не затормозило. А вообще, кстати, в последнее время все больше и больше я спрашиваю девчонок, которые тоже занимаются маникюром, кто как часто меняет фрезы, и приходим к выводу, что 8-10 маникюров, 8-10, и фреза приходит в негодность, то есть уже как-то она не так пилит. Поэтому фрезы — это не то, что вы купили один раз, а все-таки больше такой расходный материал. Это касается как алмазных, так и твердосплавных. Но единственное, что твердосплавные все-таки они подольше служат, там, конечно, не 8 и не 10 раз, но тем не менее настанет момент, когда фреза будет пилить хуже, чем новая. И это не значит, что плохой производитель, это значит, что просто пора ее менять. Ведь со временем, когда фреза тупится, например, если мы говорим про алмазку, из синей она превращается в красную, из красной она превращается в желтую, и так далее. В итоге они просто все шлифуют и совсем ничего не убирают.
Только посмотрите, сколько манипуляций мне пришлось сделать, чтобы разобраться с этим пальчиком. Кстати говоря, она у меня на фотоконтроле. Мы с ней договорились, что она будет присылать мне фоточки. И у меня уже есть 2 фотографии, которые она мне скинула. Поэтому приложу их сюда. К сожалению, готового результата у меня пока нет. Мы отсняли только 1 палец. А вот ее 2-я рука, и тут работы предстоит очень много, но все получилось чисто, гладко и ровно, поэтому я жду ее через несколько дней. Я дала ей сроку, по-моему, дней 10, я как раз буду в отъезде, а тем временем она должна отрастить мне нормальную кутикулу и хоть чуть-чуть свободного края. Ну, а всем пока, большое спасибо за просмотр, с вами была Алена, и до новых встреч!